Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой жилет крючком. Вяжется он несложно, я постаралась максимально подробно все показать и рассказать. Также по ходу мастер-класса буду рассказывать о расчетах. А вот список материалов и инструментов, которые я использовала для мастер-класса. Я желаю всем приятного просмотра и давайте начнем вязать. Теперь берем нить бирюзового цвета и располагаем ее вот таким образом. Далее берем крючок номер 2,5, заводим под нить и проворачиваем. Теперь, придерживаю вот это место, набираю 13 воздушных петель. Они набираются вот таким образом. Заводим крючок за нить и вытягиваем через петлю на крючке. Получили первую воздушную петлю. Далее заводим крючок за нить и вытягиваем через петлю на крючке. Вторая воздушная петля. Далее опять заводим крючок и набираем. Всего у меня будет 13 воздушных петель, из них 12 пойдут на резинку и одна это будет воздушная петля подъема. Вообще у вас вот эта цепочка должна получиться примерно 5 сантиметров, то есть ширина резинки у меня 5 сантиметров, поэтому и цепочка вот эта вот у меня получится также 5 сантиметров, плюс-минус, конечно. И набираю до конца, и 13 воздушная петля. Далее мы будем вязать столбики без накида, и начинаем вязать мы со второй воздушной петли. Вот у нас первая, и вот сюда вводим крючок во вторую петлю. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, на крючке 2 петли, и мы их провязываем. Далее заводим крючок за следующую воздушную петлю. Вот она у нас. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли. Мы их провязываем. Всего у нас должно получиться 12 столбиков. То есть, подхватывая каждую воздушную петлю, мы провязываем столбик без накида. Теперь каждый раз ряд мы начинаем с одной воздушной петли подъема. Поэтому набираю одну воздушную петлю. После чего разворачиваю вязание и теперь буду вязать по этой стороне. Далее, для того, чтобы у нас получилась резинка, мы будем вязать за заднюю стенку петли. Вот у нас первый столбик, мы будем подхватывать только заднюю стенку. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик. Далее опять заводим крючок только за заднюю стенку, вытягиваем рабочую нить, провязываем. Довязали ряд до конца. Здесь также у нас должно получиться 12 столбиков. Столбики можно считать таким образом. Каждая косичка у нас обозначает один столбик, поэтому можем считать по косичкам. Теперь опять набираем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и вяжем также за заднюю стенку. То есть теперь каждый ряд мы будем вязать за заднюю стенку петли. Далее продолжаем вязать точно так же. Провязала резинку, у меня получилось 160 рядов. И резинку мы считаем следующим образом. Вот первый ряд, далее внутри второй, третий, четвертый. Теперь нам нужно соединить резинку. Для этого берем крючок. Вот таким образом. Далее соединяем детали, набираем одну воздушную петлю. Теперь заводим крючок за заднюю стенку петли, а на противоположной стороне за воздушную петлю. Далее подхватываем рабочую нить и проходимся через все петли. Далее опять за заднюю стенку, за воздушную петлю. И провязываем соединительный столбик. Довязали соединительные столбики. Теперь меняем крючок на номер 3, то есть 3 миллиметра. Далее набираем одну воздушную петлю подъема. И теперь будем провязывать по верху нашей резинки. У нас сейчас 160 рядов резинки, поэтому у нас в итоге получится 160
столбиков. И провязывать мы будем за вот эти ниточки. И каждая из этих нитей соответствует одному ряду. Таким образом вяжем столбик без накида. Как мы провязывали ранее, подхватываю вот здесь вот нить. Вытягиваю вытягиваю петлю, провязываю. Далее будем провязывать столбик с одним накидом. Для этого делаю накид и завожу крючок за вот эту ниточку. На крючке у нас 3 петли. Мы сначала провязываем 2, далее еще 2. Далее вяжем столбик без накида. Вот у нас следующая нить. Заводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее вяжем столбик с одним накидом. Делаем накид. Вот у нас следующая нить. Заводим крючок, провязываем 2 петли и еще 2 петли. За следующую нить провязываем столбик без накида. И таким образом чередуем до конца ряда столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида с накидом. Довязали ряд до конца, завершаем ряд столбиком с одним накидом. И теперь находим воздушную петлю, которую мы с вами набирали в начале. Вот она у нас. Заводим крючок за одну ее стенку. Далее берем нить у меня белого цвета. И уже выводим нить белого цвета. Голубую нить мы оставляем, не обрезаем, мы ею будем вязать в следующем ряду. Теперь опять набираем одну воздушную петлю подъема, далее делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. При этом вот эту белую нить я буду прятать в ряду. Теперь мы начинаем ряд столбиком с одним накидом, дальше столбик без накида. Заводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Далее провязываем столбик без накида. Заводим крючок за обе стенки и провязываем. Далее накид, провязываем столбик с одним накидом. Далее столбик без накида. То есть над столбиком без накида мы теперь провязываем столбик с одним накидом, а над столбиком с одним накидом провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем до конца ряда. Провязали второй ряд и теперь приступаем к третьему. Третий ряд мы также уже начинаем вязать голубым цветом. Находим воздушную петлю, вот она у нас. Заводим крючок, берем голубую нить и вытягиваем. Далее опять набираем одну воздушную петлю подъема и ряд начинаем со столбика без накида. То есть вяжем так же, как вязали первый ряд. Далее накид, провязываем столбик с одним накидом. Далее столбик без накида, столбик с одним накидом. То есть мы чередуем постоянно первый и второй ряд. Теперь вяжем, пока не достигнем нужной длины. Вяжем до подмышек. Провязала до подмышек, и у меня получилось 29 рядов узора. Всего сейчас в высоту у меня провязано 21 сантиметр, из них 4 это резинка и 17 это сам узор. И теперь мы будем вязать отдельно спинку. Как мы рассчитываем, какое количество петель у нас приходится на спинку и на полочку, то есть на деталь, которая спереди. Сейчас у меня 160 столбиков. У вас это количество может быть больше или меньше. На подрезы, то есть на подмышки, у нас приходится по 10 столбиков. Это 5 сантиметров. То есть берем линейку и отмеряем 5 сантиметров, смотрим, сколько в этих 5 сантиметрах умещается столбиков. У меня 10. Это нужно для того, чтобы жилет было удобно носить. Таким образом, я буду вязать спинку, и у меня вот здесь будет не провязано 10 столбиков.
С другой стороны у меня также будет не провязано 10 столбиков, так как у нас подреза все-таки 2. И теперь я от 160 отнимаю 10 столбиков от одного подреза, 10 столбиков от второго подреза, и у меня получается 140 столбиков в конечном итоге. Это количество я делю на 2, и поэтому у меня получается 70 столбиков на спинку и 70 столбиков на переднюю часть. Все, здесь вы можете рассчитать под свое количество столбиков относительно моего расчета. Далее приступаем к вязанию спинки, то есть мы просто будем вязать вверх прямоугольник, но здесь немножечко у нас процесс вязания меняется из-за того, что мы уже вяжем не по кругу и не сможем вот здесь постоянно менять нить. Поэтому, как делаем сейчас? Заводим крючок, опять за воздушную петлю вытягиваем нить нового цвета, набираю одну воздушную петлю подъема, и теперь я буду голубую ниточку прятать в вязание. То есть сейчас я вяжу белой нитью, поэтому голубая нить у меня проходит внутри ряда. Так как в следующем ряду мне нужно будет вязать голубой нитью, и в таком случае я буду прятать уже белую нить. Или же можно каждый раз присоединять новую нить, но получится слишком много разных обрезков нитей. Поэтому мы просто будем прятать нить в ряду. Смотрите, как вяжем. Все, мы уже приступили к вязанию спинки, и это у нас как бы первый ряд спинки. Делаю накид, провязываю столбик с одним накидом, и нить голубая у меня проходит внутри ряда. Вот таким образом. Вяжу по рисунку голубая нить внутри ряда. И таким образом нам не придется постоянно присоединять новую нить. Теперь я провязываю 70 столбиков, то есть от начала провязываю 70 столбиков. Я здесь поставила маркер и довязываю поэтому до маркера. Вы также рассчитывайте, какое количество столбиков нужно вам провязать относительно моего расчета, или же если у вас такое же количество столбиков, то также провязываем 70 столбиков, как и я. И довязываю 70 столбик. Здесь у меня провязывается столбик без накида. Набираю 2 петли и теперь меняю нить на голубую, так как мы будем сейчас ею вязать. Далее набираю одну воздушную петлю подъема, вязание разворачиваю и начинаем прятать уже белую нить. Перевожу ее вот так, чтобы она у нас была как бы с изнаночной стороны, так как это у нас изнаночная сторона. Можно, конечно, вязать и брать каждый раз новую нить, но придется постоянно прятать кончики. Здесь смотрите, как вам удобно. Мне вот таким способом нравится больше. Теперь я ряд заканчивала столбиком без накида, значит, я сейчас буду начинать ряд столбиком с одним накидом, так как у нас над столбиком предыдущего ряда провязывается противоположный столбик. Так у нас по узору задумано. Теперь прячу белую нить. Также она у нас теперь проходит спереди. Провязываю столбик с одним накидом. Далее столбик без накида. Далее опять столбик с одним накидом. Столбик без накида. Столбик с одним накидом. Заводим крючок также за 2 стенки петли. В принципе, сложного здесь ничего пока нету, никакие убавки мы не делаем. Просто пока вяжем поворотными рядами. У меня пройма 21 сантиметр, но я сейчас буду провязывать 18, то есть вверх от подреза я буду провязывать 18 сантиметров. Дальше мы разделим вязание на 2 части, и у нас как бы получится такая горловина с углублением в 3 сантиметра. У вас высота проймы может быть своя. Вам нужно ее измерить самостоятельно. То есть это расстояние от плеча и до подмышки. Но не
прямо до подмышки, чтобы у нас вот эта вот деталь не врезалась в подмышку, а оставалось примерно 3 сантиметра, так как нам нужно будет еще сделать обвязку. Поэтому у меня высота проймы 21 сантиметр, я сейчас пока провязываю 18, и дальше мы уже сделаем углубление по горловине. Провязала 18 сантиметров спинки, и у меня получилось 29 рядов, как мы вязали ранее. Теперь мы будем вязать 2 отдельные детали, то есть как бы формировать вырез. Для этого провяжем здесь вверх 3 сантиметра, отступим и еще провяжем с другой стороны также 3 сантиметра вверх. Для этого нам нужно знать, какое количество столбиков мы оставляем на плечи, так как мы будем как бы вязать деталь плеча. Это можно рассчитать следующим образом. У нас сейчас всего 70 столбиков. 70 мы делим на 4. Здесь получится примерное значение, и в моем случае это 18 столбиков. Поэтому я буду провязывать 18 столбиков с одной стороны и 18 столбиков с другой стороны. Это же значение нужно будет учитывать при вязании переда, то есть когда мы с вами будем вязать отдельные полочки и будем провязывать убавки по горловине. Но к этому мы еще вернемся. А так сейчас делим общее количество столбиков по спинке на 4, узнаем примерное значение и будем вязать значение, которое получилось. В моем случае, еще раз повторюсь, 18 столбиков. У меня здесь закончилась голубая нить, поэтому я буду прикреплять новую. Я довязала ряд белым цветом. Всего мне сейчас нужно будет провязать 5 рядов по вырезу. У меня как раз получится 3 сантиметра. Здесь также буду прятать ниточку. Берем новую нить, подкладываем и выводим. Набираю одну воздушную петлю, разворачиваю вязание. И здесь поначалу нужно будет спрятать и голубую, и белую нить, то есть голубую нить от нового мотка. И теперь провязываем 18 столбиков. Первый, второй. Здесь вяжем также по рисунку и довязываем 18 столбик. Здесь меняю нить на белую, набираю одну воздушную петлю подъема и теперь переворачиваю вязание, вяжу с обратной стороны. Также начинаю столбиком с одним накидом. И таким образом провязываю 5 рядов. Один ряд мы уже провязали, сейчас на втором. Провязала, вот так у нас должно получиться. Кстати, при вязании последнего ряда нить можно не прятать, а прямо здесь ее обрезать. Дальше мы ее спрячем. Также в конце ряда обрезаем нить, оставляем примерно 10 сантиметров и вытягиваем ниточку. Далее будем вязать другую часть, но не забываем, что мы вяжем сейчас голубым цветом, и вяжем мы не сначала ряда, то есть не с лицевой как бы стороны, а с изнаночной, так как у нас голубые ряды идут на изнаночной стороне. Поэтому отсчитываем 18 столбиков и заводим крючок 18 столбик. Завела крючок 18 столбик, теперь берем голубую нить, подкладываем ее, набираем одну воздушную петлю и теперь сюда же провязываем столбик с одним накидом. Накид, в это же отверстие провязываем столбик с одним накидом. И далее вяжем по рисунку. Столбик без накида. Сейчас я прячу нить от начала вязания этой детали. Белую нить пока не беру. И вот таким образом дальше в конце ряда берем нить уже белого цвета и также прячем нить белую и нить голубую для того, чтобы дальше провязывать ряд голубой нитью. Все провязываем таким образом
5 рядов, так же как и по предыдущей детали. Провязали полностью спинку и теперь приступаем к вязанию передней части. Она у нас будет состоять из двух деталей, правой и левой. Сейчас отдельно провяжем правую деталь, далее провяжем левую деталь. Для того, чтобы сформировать V-образную горловину, мы будем у правой детали делать убавку по левому краю, а у левой детали будем делать убавку по правому краю. Я вам все покажу, поэтому на самом деле все просто. И сейчас информация будет для тех, кто рассчитывает самостоятельно количество столбиков, то есть вяжет не мое количество, а свое. Мы будем делать убавки по двум деталям. Убавки будем мы делать в каждом втором ряду. Но не забываем, что у нас вот здесь вот определенное количество столбиков. В моем случае это 18. Всего вверх я буду провязывать по вот этой части 34 ряда. Убавку делать я буду в каждом втором ряду. То есть у меня убавится 17 столбиков. 34 делю на 2, получается 17. И по итогу, после того, как я провяжу все убавки, довяжу 34 ряд, у меня останется 18 столбиков. То есть вам нужно также рассчитать. Как рассчитываем? Определяем количество рядов, которые мы провязали. То есть у меня здесь провязано 34 ряда. Если у вас, допустим, грубо говоря, 50 рядов. Далее, на плече у вас, допустим, 20 столбиков. А вот здесь на одной детали у меня сейчас будет 35 столбиков, а у вас, допустим, 50. И по итогу вам нужно получить 20. Поэтому от 50 я отнимаю 20 и получаю 30. 30 петель нужно будет убавить. Если у вас 50 рядов, то убавить вы сможете 25 столбиков, если будете делать убавку в каждом втором ряду. Поэтому для того, чтобы убавить 30 столбиков, вам нужно будет 5 столбиков убавить в тех рядах, где я убавки делать не буду. То есть сделать 10 убавок подряд. И дальше уже убавлять в каждом втором ряду. Надеюсь, я объяснила понятно. Здесь желательно все расписать, и тогда вы поймете, с какой периодичностью вам нужно будет делать убавки. Если же у вас ситуация наоборот, когда в случае того, что вы делаете убавку в каждом втором ряду, у вас убавляется слишком много петель, то можно делать убавки в каждом втором ряду, довязать до нужного количества петель, допустим, 18, и дальше вязать просто прямым полотном, то есть не делать никакие убавки, если, допустим, у вас петли уже убавились до нужного количества. Теперь приступаем к вязанию самой детали. На полочку у нас приходится сейчас 70 столбиков. Не забываем, что мы от спинки отступаем по 10 столбиков с каждой стороны. 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. Здесь я отметила маркером и вставляю крючок во второй вот здесь вот столбик, беру белую нить, и сейчас у меня наперед приходится 70 столбиков, на правую часть поэтому приходится 35 столбиков. Заводим крючок, набираем одну воздушную петлю, и теперь вот сюда, в это же отверстие, провязываю столбик с одним накидом. В конце ряда я буду делать убавку, поэтому сейчас провязываю 33 столбика по рисунку. Провязала 33 столбика, и теперь делаем убавку. Убавка делается следующим образом. Если у нас последовательность такая, что сейчас нужно провязать столбик без накида, а далее столбик с одним накидом. Для этого заводим крючок за первый столбик, вытягиваем рабочую нить. Далее делаем накид, заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка, должно остаться 3 петли.
И теперь берем нить уже голубого цвета и протягиваем ее через 3 петли на крючке. Вот таким образом мы сделали с вами первую убавку. Делаем воздушную петлю, вязание разворачиваем и начинаем для начала прятать обе нити. Во втором ряду ряд мы будем начинать со столбика с одним накидом, так как второй столбик, то есть мы сделали убавку, и следующий столбик у нас столбик с одним накидом. Над ним мы будем провязывать столбик без накида. Во втором ряду убавки мы не делаем, следующая убавка будет в третьем ряду. Накид, заводим крючок, где у нас была убавка, и провязываем столбик с одним накидом. Далее столбик без накида. И провязываю таким образом до конца ряда. Приступаем к вязанию третьего ряда. Здесь в конце опять будем делать убавку, поэтому 2 последние петли не довязываем. Там покажу, как будем провязывать убавку. И теперь в конце делаем убавку. Здесь нам нужно сначала провязать столбик с одним накидом, а потом без накида. Это у нас так по рисунку задумано. Но мы будем делать убавку и провязывать ее вот таким образом. Делаем накид, заводим крючок за столбик, провязываем 2 петли. Далее заводим крючок за следующий столбик. Вытягиваем рабочую нить. Теперь берем нить голубого цвета и протягиваем через все петли, то есть через 3 петли на крючке. Теперь набираем одну воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и приступаем к 4-му ряду. 4-й ряд мы провязываем, начиная со столбика без накида. Накид, далее провязываем столбик с одним накидом. И теперь по такой же логике вяжем, пока не довяжем до 34 ряда, то есть вяжем 34 ряда. Все случаи убавок я вам показала, поэтому дальше вы справитесь самостоятельно. Провязали, у нас должно получиться вот так, и количество столбиков в конце должно совпадать с количеством столбиков на плече. Сейчас мы будем соединять, то есть делать плечевые швы, и это у нас лицевая сторона, переворачиваем на изнаночную сторону. Шов мы будем делать на изнаночной стороне. Перевернули. Теперь буду делать шов со стороны спинки. Вот таким образом. Сейчас возьму крючок на размер побольше, чтобы у нас плечевой шов не стягивал. И как делаем дальше? Заводим крючок, делаем воздушную петлю. И теперь заводим крючок со стороны спинки за заднюю стенку, а со стороны полочки за переднюю стенку. Вот таким образом. Теперь подхватываем рабочую нить и делаем соединительный столбик, проходя через 3 петли на крючке. Теперь опять со стороны спинки подхватываем заднюю стенку, со стороны полочки переднюю. И делаем соединительный столбик. Повторяю так до конца плечевого шва, то есть 18 раз нужно так проделать, так как у меня здесь 18 столбиков. И так как я взяла крючок большего размера, здесь не затягивается шов. Провязали, дальше нить обрезаем и вытягиваем. Вот так у нас должно получиться. Теперь выворачиваем обратно на лицевую сторону. И будем приступать уже к левой части. Теперь отсчитала 10 столбиков, поставила маркер на 10-м столбике. Здесь у нас должно остаться 35 петель. Далее берем белую нить
И приступаем к первому ряду. Здесь, по сути, мы будем провязывать точно так же, только убавка у нас будет в начале ряда. Заводим крючок за первый же столбик, вытягиваем рабочую нить, набираем одну воздушную петлю, и сейчас нам нужно будет провязать убавку. Здесь видно, что я нахожусь над столбиком с одним накидом, и дальше у меня идет столбик без накида. Поэтому убавку я буду провязывать таким образом. Завожу крючок, вытягиваю рабочую нить, дальше вяжу над следующим столбиком, делаю накид, завожу крючок над столбиком без накида, вытягиваю, провязываю сначала 2 петли с крючка, у нас остается 3 петли, провязываю 3 петли. Все, первую убавку мы с вами провязали. И дальше начинаем вязать столбик без накида, так как у нас здесь идет столбик с одним накидом, а над ним мы провяжем столбик без накида. То есть вяжем дальше по рисунку. Довязываем первый ряд. Далее в конце ряда опять меняем нить на голубую и провязываем ряд голубым цветом. Также вяжем по рисунку. В третьем ряду я покажу, как делать убавку. Начинаем вязать третий ряд. Здесь убавка провязывается следующим образом. Делаем накид, заводим крючок за первый столбик, вот он у нас. Вытягиваем рабочую нить, далее провязываем 2 петли с крючка. У нас остается 2. Теперь заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить и провязываем 3 петли с крючка. Таким образом мы сделали убавку. И все, дальше вяжу по рисунку. Я вам показала 2 случая, как делается убавка, поэтому дальше вы сможете провязать уже самостоятельно. Следующая убавка будет у нас в 5-м ряду, и она будет провязываться так же, как в 1-м ряду. Теперь довязываем до 34 ряда самостоятельно. Теперь мы будем обрабатывать пройму резинкой. Одну я уже обработала. У меня резинка 2 сантиметра, вы можете сделать побольше, здесь на ваше усмотрение. Теперь заводим крючок посередине нашего подреза, берем предварительно нить, берем крючок 2,5 и заводим крючок примерно на середине подреза. Вытягиваем рабочую нить и набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее во вторую петлю от крючка начинаем провязывать столбики без накида. Всего у меня получится 4 столбика. Первый, второй, третий и 4 столбик. Далее мне нужно этот ряд прикрепить к основному полотну. Я за первый столбик от нашей резинки завожу крючок и делаю соединительный столбик, то есть вытягиваю рабочую нить и прохожусь через петлю на крючке. За следующий столбик также завожу крючок, вытягиваю рабочую нить и провожу через петлю на крючке. Далее набираем одну воздушную петлю, и это петля подъема. Поворачиваю вот таким образом изделие. И теперь приступаю ко второму ряду. Во втором ряду нам опять нужно провязать 4 столбика без накида за заднюю стенку. Вот у нас первый столбик, второй, третий и 4. Завяжу крючок за заднюю стенку и провязываю первый, второй, третий и 4 столбик. Дальше набираю одну воздушную петлю подъема, разворачиваюсь
И провязываем в другую сторону опять 4 столбика без накида за заднюю стенку. Вот первый столбик, второй, третий и четвертый столбик. Далее опять резинку нужно прикрепить к основному полотну. Вот у нас первый столбик. Заводим крючок и делаем соединительный столбик. Во второй столбик также заводим крючок, делаем соединительный столбик. Набираем воздушную петлю подъема, вязание опять разворачиваем и приступаем к вязанию 4 столбиков без накида. Набираем одну воздушную петлю, разворачиваю и опять провязываю 4 столбика. То есть мы будем вязать вот такими поворотными рядами, присоединяя нашу резинку к основному полотну. Опять делаю соединительный столбик за 2 столбика основного полотна, воздушная петля, поворачиваю и провязываю. Дальше я хочу вам показать, как мы будем присоединять по самой пройме, не по подрезу, а именно по пройме, захватывая последние столбики ряда. Теперь мы уже будем двигаться по пройме. Здесь сейчас заводим крючок вот сюда, между двух рядов, между голубым и белым рядом, вот сюда. Делаем соединительный столбик. Далее заводим крючок за столбик белого цвета. Делаем соединительный столбик. И теперь еще один соединительный столбик мы провязываем между двух рядов, между белым и голубым, то есть вот сюда. Если у вас при таком количестве соединительных столбиков получается слишком растянутая резинка, то вы можете по пройме продолжать делать 2 соединительных столбика, то есть один за ряд, один между двух рядов, или же один между двух рядов, один за ряд. Далее набираем воздушную петлю подъема, разворачиваем и провязываем. Но у меня, я попробовала 2 способа, и мне больше понравилось, когда я делаю 3 соединительные столбики, 3 соединительных столбика за саму пройму. Сейчас еще раз вам покажу. Здесь последний соединительный столбик мы делали между двух рядов, между белым и голубым. Теперь заводим крючок за голубой ряд. Делаем соединительный столбик. Далее между двух рядов, между вот этим голубым и белым заводим крючок, вытягиваем, делаем соединительный столбик. И теперь за белый столбик. Набираем воздушную петлю подъема и провязываем ряд. Предыдущие соединительные столбики мы довязывали до белого ряда. Теперь провязываем между двух рядов, между белым и голубым. Делаю соединительный столбик. Далее за голубой ряд соединительный и между двух рядов опять. Ну и так продолжаем до конца. Дальше я вам покажу, как вот здесь соединить. Довязали до конца. И теперь вот здесь в конце нужно соединить. Соединять буду на изнаночной стороне. Набираем одну воздушную петлю подъема и теперь соединительными столбиками соединяем нашу резинку. Далее нам нужно обвязать горловину, и начнем мы с левой части. Я резинку здесь буду делать такую же, как и на проймах. Вы можете сделать шире. Здесь все по вашему желанию. Также берем нить и начинаем от центра, заводим крючок. Также набираем 5 воздушных петель.
И провязываем 4 столбика. Далее опять начинаем присоединять за белый столбик. Делаем соединительный столбик. Далее между двух рядов, между белым и голубым. И за голубой столбик. Одна воздушная петля, разворачиваем и провязываем резинку в обратную сторону. Одна воздушная петля и провязываем резинку в другую сторону. Далее присоединяем соединительными столбиками. Нужно сделать соединительный столбик вот здесь между голубым и белым рядом. Далее за белый ряд и между двух рядов вот сюда. Одна воздушная петля и продолжаем таким образом до вот этих столбиков. Здесь у нас просто и тут идет вот такая косичка. Здесь мы уже присоединяем за каждые 2 столбика, то есть так же, как мы делали на подрезах. Провязываем один столбик, второй столбик, разворачиваемся, провязываем, соединяем за один столбик и за второй столбик. И идем от центра к плечу, дальше по спинке поднимаемся и идем по правой стороне до конца. Довязали резинку обратно вот сюда до центра. И теперь обрезаем нить и вытягиваем. Далее берем иголку. И нам нужно будет пришить вот таким образом начало нашей резинки. Я оставлю на лицевой стороне, то есть пришью к этой стороне. А конец резинки пришью по изнаночной стороне. Сначала начну с пришивания по стороне изнаночной. Далее на изнаночной стороне делаем узелок. Таким образом закрепляя нить, после чего ее можно будет обрезать. Ну а на этом сегодня все. Если ролик вам понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. Всем до скорых встреч!